Добро пожаловать внутрь объекта 268. Я сижу примерно там, где должен был находиться командир. Его сиденье было демонтировано, но очевидно, что командир должен был сидеть под люком, так что это где-то здесь. Перед командиром находился окуляр дальномера ТКД. Также здесь есть несколько креплений для других приборов наблюдения. Командирская башенка вращается. Справа от командира находится задняя часть карусели боеукладки, о ней мы поговорим чуть позже. Одна укладка снарядов находилась прямо под командиром, а вторая чуть дальше и левее. Радиостанция устанавливалась на стенке позади меня. Также там находилось и другое нужное оборудование. К сожалению, многие приборы и устройства были демонтированы, поэтому об остальных деталях можно только догадываться. Перед командиром находилась лампа с плафоном, вычислительная машина. Не знаю, предназначалась она для командира или наводчика. Снизу хранилось 1, 2, 3, примерно 6 боеприпасов. Судя по форме полок, это были снаряды. Отсюда можно разглядеть торсионные валы, которые находятся на полу. Обычно торсионы проходят из одного конца машины в другой, но конкретно в объекте 268, а также в некоторых других тяжелых советских машинах применялись так называемые половинчатые торсионы. На самом деле они даже не доходят до отметки, обозначающей середину корпуса. Проблемой таких торсионов было то, что они неравномерно распределяли нагрузку на катки. Но все же тех, кто привык к полноразмерным торсионам, или, например, двойным торсионам, которые устанавливались на «Пантеру», впечатляет тот факт, что конструкторы смогли создать хорошую систему подвески с торсионами длиной всего лишь метр. На месте наводчика вполне удобно, несмотря на то, что сиденье не очень большое и находится довольно близко к орудию. Управление орудием незамысловатое. Наводчик использует только вращающиеся рукоятки. Орудие поворачивается на 6 градусов в обе стороны с помощью зубчатой дуги. Сиденье наводчика крепится к орудию, поэтому он двигается вместе с ним. Это облегчает прицеливание. Вниз орудие опускается на 5 градусов и поднимается вверх на 15. Надо сказать, что оно очень хорошо сбалансировано. Для прицеливания наводчик использовал телескопический прицел ТШ-2А. Для стрельбы с закрытых позиций на расстоянии до 13 километров использовался панорамный прицел ЗИС-3, который устанавливался здесь. Он выступал через люк наводчика, в связи с чем возникает вопрос: люк наводчика сделан больше для прицела или все же для самого наводчика? Не очень удобно забираться в люк и вылезать из него, когда мешает большой прицел и приборы управления снизу. Здесь, скорее всего, место установки стандартных перископических приборов, которые можно вращать и регулировать по высоте. Оно закрыто заглушкой, поэтому это всего лишь мои догадки. Стрельба из орудия велась бронебойными и осколочно-фугасными снарядами. Бронебойный снаряд весил около 49 килограммов, а фугасный — 43,5 килограмма. Скорость полета бронебойного снаряда составляла 750 метров в секунду. Огонь мог вестись как боеприпасами от старой гаубицы МЛ-20, так и более новыми. Использовались либо картузные заряды, либо боеприпасы с пороховым зарядом в металлических гильзах. Огонь из орудия мог вестись обоими типами боеприпасов. Очень удобно, так что жаловаться на орудие не приходится. Спаренного пулемета здесь нет. Конструкторы некоторое время размышляли, нужно ли устанавливать его на эту машину, но в итоге решили отказаться от пулемета и сэкономить место. Вообще, объект 268 являлся штурмовым орудием. Он должен был разрушать укрепления и другие сооружения на его пути, поэтому пулемет был особо и не нужен. Если было необходимо вести пулеметный огонь, то использовался пулемет калибра 14,5 мм, установленный на крыше. Так, здесь все. Теперь посмотрим на место заряжающего. Сейчас я сижу на сиденье заряжающего, которое устроено очень удобно. Оно использовалось только на маршах. Если машина вступала в бой, сиденье складывалось и не мешало. Вот так, очень просто. Перед заряжающим находились пороховые заряды. Позади него удобный стеллаж для боеприпасов. Это своего рода цепной конвейер. Заряжающий брал снаряд, клал его на досылатель,
задвигал снаряд, возвращался, брал заряд, тоже клал его на досылатель и задвигал в казённик. Карусель поворачивалась еще раз, и после выстрела заряжающий повторял операцию. Ему не нужно было перемещаться по отделению и переносить тяжелые 50-килограммовые снаряды вручную. Это очень удобно. Рукоятка затвора казённика, который открывался в сторону. Чуть дальше находится панель управления досылателем. Под небольшой задвижкой находятся кнопки движения досылателя вперед и назад, а еще одна кнопка включает его. Под крышей находится довольно тугой стопор походного положения орудия. Он откидывается и крепится вот здесь с помощью штифта. Рядом находилась еще одна укладка зарядов. Для обзора заряжающий использовал перископический прибор наблюдения, установленный справа от него, и еще один перископ откидного типа спереди. Его также можно было вращать. Еще перед заряжающим находится лампа с плафоном. Учитывая все вышесказанное, место заряжающего заслуженно получает высокую оценку. Наконец, последнее место — место мехвода. На него можно пробраться через отделение экипажа, но я думаю, будет более забавно, если я попытаюсь забраться туда снаружи. Первая проблема на пути к месту мехвода — щучий нос. Свалиться с него совсем несложно, но, возможно, я смогу залезть туда, ухватившись за орудие. Пока неплохо. Конечно, орудие немного мешает. Не совсем удобно. Ну вот, левая нога встала нормально, а правая застряла. В целом и общем получилось очень даже неплохо. Итак, я на позиции мехвода, а вот и приборы управления. Если не обращать внимания на эту штуку у меня за головой, то все в порядке. Сиденье мехвода на этой машине можно поднимать и опускать. Так что я опущу его, и мы хорошенько там все рассмотрим. Как только я забрался на место мехвода, сразу стало понятно, что здесь вполне комфортно. Важно, что эта машина на ходу, поэтому я могу закрыть люк. Чтобы это сделать, нужно отсоединить защелку, поднять ее вверх до упора, повернуть люк, закрепить его, опустить защелку в самый низ. И зафиксировать ее. Готово. Теперь мехвод защищен. Для переднего обзора у мехвода есть всего один большой перископический прибор. Может, он и не самый лучший, но его вполне хватает. И еще два небольших стационарных перископа находятся с обеих сторон для дополнительного обзора. Не супер, но неплохо. Элементы управления такие же, как и на других машинах, которые мы уже видели. Педаль сцепления слева. Она совсем не тугая, нажимается очень легко, в отличие от педалей на некоторых других машинах. Акселератор справа. Есть также и ручной газ. Положение мехвода приемлемо. Включить горный тормоз можно, зажав тормоза обеих гусениц. Рулевой привод с гидроусилителем, поэтому управлять объектом довольно легко. Коробка передач с демультипликатором, 8 передних передач и 2 задних. Здесь переключатель переднего и заднего хода. Спидометр справа. На счетчике 23 километра. Не знаю, точны ли это цифры. Я думаю, что при испытаниях машина проехала больше. Чуть дальше находится включатель резервной системы запуска двигателя с сжатым воздухом. Правее расположен один из топливных баков. Он вмещает 90 литров топлива. Также справа от меня находилась еще одна укладка боеприпасов. Позади меня большой аварийный люк. Благодаря коротким торсионам появилась возможность оставить экипажу достаточно места, чтобы покидать машину и забираться через днище. Прямо надо мной находится шарнирный узел для орудия. Это массивная металлическая рама в форме буквы «Г». Ее конец соединяется с механизмом поворота орудия с помощью зубцов. Когда наводчик поворачивает рукоятку, зубцы механизма поворота и шарнирного узла сцепливаются, и орудие поворачивается налево или направо. Слева от мехвода находилась полка для аккумулятора, а перед ней 3 огнетушителя.
Приборная панель впереди. Машина на ходу, поэтому панель установили новую. Здесь есть амперметр, указатель температуры воды, тахометр, указатели температуры и давления масла и выключатель масляного насоса. Простая и удобная панель. Еще одна приятная и удобная вещь на этой машине — стеклоочиститель, назовем его так. Он используется для очистки лобового стекла от грязи, снега или чего-нибудь еще. Укладки боеприпасов справа и слева. Свободное место всегда занято чем-то нужным. В целом, место мехвода довольно удобное, поэтому оно точно получает хорошую оценку. Объект 268 так и не поступил на вооружение, но ни конструкторов, ни саму машину в этом винить нельзя. Если вам нужна бронированная машина, посылающая всем вокруг 152 мм осколочно-фугасной любви, то вряд ли можно было создать что-то лучше. Неудивительно, что объект успешно прошел испытания. Однако поступить на вооружение ему было не суждено. После некоторых размышлений командование решило, что лучше будет иметь на вооружении только одну тяжелую машину — ИС-8. Машина с башней в целом должна была проявить себя лучше, чем довольно дорогостоящее штурмовое орудие. В итоге больше объектов 268 построено не было. Остался один прототип, который сегодня находится в музее в Кубинке. На этом на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии.